Давайте поговорим на чистоту. Каждый из нас, наверное, считал, что наши местные дороги — это просто кошмар наяву. Но знаете что? Есть такие трассы в мире, на которых даже опытный водитель не рискнет прокатиться. Сегодня вы узнаете о безумных и опасных дорогах, от которых у любого бензин в жилах застынет. От коварных горных серпантинов до неустойчивых подвесных мостов. Приготовьтесь удивляться. Тоннель расположен в горах Тайханшань на высоте почти 5600 футов над уровнем моря. Его стены украшены 3 десятками проемов различной формы и размера. Высота тоннеля составляет 16 футов, ширина 13 футов 1 дюйм. 2 джипа легко смогут разъехаться, но вот 2 грузовикам это удается далеко не всегда. Длина тоннеля немного превышает 3280 фут, но маневрирование задним ходом на фургоне, когда навстречу движется аналогичный транспорт, занятие малоприятное. Особенно учитывая тот факт, что в тоннеле регулярно бывают иностранцы. Они с интересом наблюдают, как грузовики разъезжаются в таких условиях, стараясь не причинить вреда туристам. Одна из самых живописных дорог в мире находится на северо-западе Индии. Она соединяет город Лех с Джамму и Кашмиром. Эта трасса, словно свидетель исторических событий, напоминает о временах, когда здесь происходили сражения. В 1948 году индийская армия отвоевала эту дорогу у пакистанской. Несмотря на то, что прошло много лет, состояние трассы оставляет желать лучшего, будто бои продолжаются до сих пор. Здесь царит атмосфера, где каждый день — это борьба за преодоление трудностей. Грузовики и автобусы движутся навстречу друг другу, и им приходится находить способы разъехаться на этой сложной дороге. Эта трасса проходит на высоте 11,5 тысяч футов уровнем моря. Это одна из самых высокогорных дорог в мире. Здесь нет места для тех, кто купил права или получил их по блату. Только настоящие профессионалы могут справиться с управлением на такой высоте. Дорога протяженностью 43,5 мили между Коройкой и Ла-Пасом считается одной из самых опасных в мире. Ежегодно на ней погибает около 200 человек. Половина пути из этих 43,5 миль состоит из грязи и влажной глины, через которую необходимо спускаться с высоты 11 811 футов до отметки 330. Туристов сюда не пускают. Исключение составляют лишь велосипедисты, готовые заплатить $40 за право испытать судьбу. Дорога круто уходит вниз, местами позволяя развить скорость до почти 50 миль в час. Если у вас есть навыки торможения на размытой дождями глиняной поверхности со столь высокой скоростью, вы можете отправиться в Боливию и попробовать свои силы. Однако лучше оставаться неподвижным. Вам же еще предстоит снять бинты и гипс после посещения монастыря Сюанькун. Управление таким мощным автомобилем, как Ferrari или любым другим спорткаром, в перевале Стельвио на границе Италии и Швейцарии обещает быть захватывающим приключением. Эта дорога была признана журналом Top Gear лучшей для вождения, и не зря. Привлекает множество автолюбителей своими сложными участками и великолепными видами. Перевал Стельвио также известен среди участников Гранд-тура и марафона Стельвио, благодаря своим 75 острым поворотам, которые делают его одним из самых опасных маршрутов в мире. Тем не менее, следует учитывать несколько важных моментов. Поездка ночью или зимой здесь не рекомендована, так как дорога часто закрывается из-за неблагоприятных погодных условий. Так что будьте готовы к вызову, прокладывая путь по одному из самых экстремальных участков мира на высоте 9045 футов. Кольцевая дорога длиной 1400 миль, связывающая Кабул и Кандагар, имеет важное значение для транспортной инфраструктуры Афганистана, делая ее одной из самых дорогостоящих в мире. Хотя эта дорога считается одной из наиболее проходимых, за последние 20 лет она значительно пострадала от самодельных взрывных устройств и атак беспилотников. Это подчеркивает не только стратегическую значимость дороги, но и ее опасные условия, ставящие ее в ряд самых смертоносных дорог мира. На данном участке кольцевой дороги наблюдается высокая интенсивность движения, включая легковые автомобили, автобусы и 18-колесные грузовики, которые часто наносят повреждения покрытию. Для проведения ремонтных работ дорожные бригады нуждаются либо в финансировании, которое сложно найти в бедной стране, либо в хорошо вооруженных охранниках, обеспечивающих их безопасность. Недалеко от Арекипы, панамериканское шоссе в Южном Перу,
ведет к началу дороги Катауаси-каньон. Путешествие на автобусе может занять от 10 до 12 часов. После Чукибамба дорога превращается в грунтовую и порой становится опасной, поэтому на этом ухабистом и устрашающем участке настоятельно рекомендуется использовать исключительно полноприводные автомобили. Этот труднопроходимый и страшный отрезок входит в список самых опасных дорог мира, предлагая искателям приключений возможности для кемпинга вдоль маршрута, хотя остается сравнительно мало посещаемым туристами. Кстати, каньон Катауаси более чем вдвое глубже знаменитого Большого каньона в Соединенных Штатах Америки, занимая 3-е место в мире по глубине. Глубочайшим каньоном на планете является Большой каньон Ярлунг-Цангпо в Тибете, глубина которого достигает 19 714 футов. О дороге, напоминающей змею, ползущую из-под камня и извивающуюся вдоль отвесных стенок каньона Скипперс, вам расскажут в любом пункте проката автомобилей в городе Куинстаун. Здесь вам предельно вежливо, но весьма настойчиво порекомендуют держаться подальше от этой трассы, тем более если ваша жизнь окажется под угрозой. В таком случае число угроз удвоится. Выбоины, резкие повороты и практически вертикальные спуски, больше похожие на обрывы. Лично я бы не рискнул на такой выброс адреналина. Дорога в ущелье Тарока на Тайване, проходящая через горы, является одной из самых впечатляющих и одновременно опасных в мире, длиной 11 800 миль. Она привлекает множество путешественников своей потрясающей красотой, несмотря на этот угрожающий статус. Частые сильные дожди и тайфуны вызывают обвалы и оползни, из-за которых отдельные участки дороги могут становиться непроходимыми, что существенно усложняет поддержание маршрута в хорошем состоянии. Хотя путешествие по этой дороге связано с определенными рисками, многие считают, что оно того стоит. Каракарумское шоссе, проходящее через Пакистан и Китай, известно как «Восьмое чудо света» и было построено на высоте почти 15,5 тысяч футов над уровнем моря в невероятно сложных условиях. Дорога открылась для общественного пользования только в 1986 году, хотя строительство началось еще в 1966 году и продолжалось до 1979 года. Этот опасный маршрут протяженностью более 810 миль, 1300 километров, частично совпадает с древним шелковым путем и проходит через одни из самых горных районов мира. Каракарумское шоссе считается одной из самых опасных дорог в мире и занимает лидирующие позиции среди самых смертоносных. Шоссе пересекает труднодоступные территории, подверженные множеству природных опасностей, таких как камнепады, оползни, лавины, наводнения, снежные заносы, непредсказуемое поведение диких животных и обрывы. Китай славится самыми опасными дорогами в мире. Одной из них является 99-изгибная дорога в небеса длиной 6,8 миль в национальном парке горы Тяньмэнь, расположенная в центральной части Китая. Дорога построена на высоте 3855 футов. Эта дорога представляет особую опасность в плохую погоду, когда существует высокий риск землетрясений. Строительство этой дороги обошлось без значительных человеческих жертв. Сычуань-Тибетское шоссе длиной 1330 миль, соединяющее столицу китайской провинции Сычуань, город Чэнду, с тибетской столицей Лхасой, проходит через регион Кхам на высоте 15 420 футов. Это шоссе также признано одним из самых опасных в мире и входит в число самых смертоносных дорог. Путешественники часто сталкиваются с симптомами горной болезни, такими как тошнота и рвота, вызванными резкими перепадами высот. Кроме того, на шоссе часто случаются камнепады и лавины, представляющие серьезную угрозу. По пути можно встретить многочисленные буддийские храмы, монахов в традиционных красных одеяниях и стадо яков. С момента строительства шоссе в 1950-1954 годах на нем произошло множество трагедий, приведших к гибели тысяч людей. Печальный показатель составляет около 7500 смертей на каждые 100 тысяч водителей. Во Франции находится необычная автомобильная дорога под названием Пассаж дю Гуа, которая представляет собой не просто инфраструктурный объект, но и настоящий экстремальный аттракцион. Эта дорога является единственным способом попасть с материка на остров Нуармутия. Особенность ее заключается в том, что дважды в день она оказывается затоплена водой. Использовать Пассаж дю Гуа можно всего пару часов в сутки, тогда как в остальное время дорога скрыта под слоем воды толщиной от 3 до 13 футов. Подводная
дорога Пассаж-дю-Гуа является самой длинной в мире. Ее длина составляет 13,5 тысяч футов. Еще одной интересной деталью является то, что с 1993 года здесь проводится один из этапов знаменитой велогонки Тур де Франс. В 2011 году эта переправа даже стала частью международного велозаезда. Атлантическая дорога в Норвегии признана важной культурной достопримечательностью и объектом национального наследия. Проезжая по ней, можно насладиться великолепием Атлантики. Однако расслабляться не стоит. Во время прилива волны могут накрывать автомобили и даже уносить их в океан. Протяженность дороги составляет больше 5 миль. И на всем ее протяжении расположены 7 мостов общей длиной 2923 фута. Самым знаменитым из этих мостов является судоходный мост Сторсайсундет, также известный как Пьяный мост. Положенный на высоте 75,5 футов над водой, он получил свое прозвище благодаря форме, напоминающей взлетающую в небо американскую горку. А где же Россия? Возможно, вы задавались вопросом, просматривая снимки далекой Мьянмы. Россия огромна, и одной ежедневной рубрики «Худшая дорога дня» было бы недостаточно, чтобы охватить все ее опасные участки. Поэтому мы остановились на одной трассе, наиболее живописной, знакомой многим, но так и оставшейся неисправленной. До недавнего времени Российская федеральная, на минуточку, трасса Лена была еще тем квестом, в котором мог поучаствовать любой смельчак при попытке добраться от Москвы до Якутска. Теоретически, это искусственное чудо света могло бы привлекать туристов со всей планеты. Вот только проблема в том, что любой туристический автобус увязнет задолго до начала основных красот. Остается решить, что делать дальше. Либо доставлять туристов на вертолетах, либо сбрасывать их с самолетов на парашютах. Но разве кто-то решится починить саму дорогу? И я вам скажу, что таки да. Министерство транспортной политики отыскало средства и занялось наконец-то ремонтом трассы, и даже грозится закончить его в 2024 году. С ростом популярности района каньона Скипперс в Новой Зеландии среди золотоискателей увеличивался спрос на более безопасные маршруты. Несмотря на модернизацию проходящей через каньон дороги, она продолжает входить в число самых опасных в мире и считается одной из самых смертоносных, ежегодно приводя к сотням трагических случаев. Строительство этой величественной и пугающей дороги длиной 16,5 миль на склонах гор длилось целых 7 лет. Большая ее часть, завершенная в 1890 году, сохранилась до наших дней. Сегодня главными пользователями дороги стали туристические автобусы и компании, предлагающие приключенческие туры, что представляет немалую сложность для их водителей. Висящий храм Сюанькун, название которого переводится как «Висячий храм», был возведен в провинции Шаньси 1400 лет назад. Этот удивительный архитектурный шедевр каким-то образом удерживается на крошечном выступе среди обрывистых скал и включает в себя 40 различных залов. Чтобы перейти из одного зала в другой, посетителям предлагают воспользоваться узкими деревянными мостиками, прикрепленными прямо к вертикальной скале. Несмотря на все риски, связанные с такими прогулками, количество желающих посетить этот храм не уменьшается. Возможно, причина заключается в том, что это одно из редких мест на Земле, где предоставляется уникальная возможность мгновенно попасть на небеса и лично пообщаться с Богом, минуя всех скучных посредников. Мьянма — это современное название страны, ранее известной как Бирма. Пешеходный мост служит для перехода из Мьянмы в Китай. Впрочем, удача играет важную роль в том, удастся ли вам успешно пересечь его. Неудивительно, что границы в этом месте никто не охраняет. Местные жители нередко приводят сюда туристов, однако сами предпочитают избегать прогулок по этому мосту. Потеря туриста не такая большая утрата, ведь завтра приедут новые. Зато потеря родственника или соседа — событие куда более неприятное, и никто не хочет подвергать их такому риску. Эти трассы отличаются отсутствием ограничений скорости, сервисов технического обслуживания и автозаправочных станций. Ограждения тоже отсутствуют, да и сама дорога зачастую едва различима. Здесь происходят трагедии, но автомобили и мотоциклисты продолжают двигаться по этим дорогам, привлекая любителей острых ощущений. Надеюсь, вы не входите в их число. А теперь, друзья, у меня к вам есть интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.